Но это очень красиво. Вот картина, как это все выглядело. Я воздерживаюсь от еды 4 дня. Милену выгоняют уже отсюда, да. Вьетнама российское турагентство закрыто. Местный Майами, так сказать. Оказывается, они живут с этим всю жизнь. Друзья, вы знали, что во Вьетнаме есть место, которое многие называют своим маленьким Рио-де-Жанейро? Сегодняшний влог именно про такой город. Он называется Вунгтау. Это прибрежный город с горами и океаном, и огромной статуей Иисуса Христа, которая видна практически отовсюду. Подниматься на статую мы не стали, но были у подножия и запустили дрон, чтобы показать масштаб этого места сверху. В этом влоге будет сразу несколько очень разных и важных моментов. Во-первых, долгожданная встреча Милены с ее собакой, которая наконец-то прилетела с Бали. Это был действительно теплый и эмоциональный момент. Также в этом влоге прогулка по Вунгтау. Набережная, город, атмосфера. Вунгтау неожиданно оказался местом, где можно встретить кусочек России во Вьетнаме и кусочек Украины во Вьетнаме. Мы зашли в украинский ресторан и даже позавтракали там. Также в этом влоге мы посетили французское поместье Вунгтау. Место с необычной историей и особой атмосферой. И в этом же влоге я побил свой личный рекорд по голоданию. 4 дня без еды. В видео я расскажу, зачем вообще иду на такие эксперименты и какие ощущения при этом возникают. Я расскажу о ближайших планах. Скоро предстоит установка зубного импланта и поделюсь деталями этого процесса. Этот влог про путешествия, про ожидания и реальность. И про то, как Вьетнам каждый раз открывается с новой стороны. Вунгтау. Таким, каким мы увидели его сами. Приятного просмотра. Итак, мы где-то на юге Вьетнама. Едем в сторону Вунгтау из города Хошимин. И по дороге вы просто обалдеете. Просто посмотрите на это. Это что вообще? Это какая-то католическая огромная церковь, выполненная в форме готики какой-то. Это что такое вообще? Невероятно красиво. Какие узоры. Как будто, я не знаю, где-то собор Гауди какой-нибудь с Барселоны, блин. Или какая-то Вена, я не знаю, Флоренция, Мамма Мия, Эммануэль еще написано у входа. И прям рядом находится тоже еще какое-то, здание, как, возможно, там какие-то монахи живут. Стоит заметить, что очень много церквей именно здесь, во Вьетнаме. Действительно много. Хотя вьетнамцы, они не христиане даже. Скорее всего, опять французский след, как везде. Но это очень красиво прям. Когда я замуж выхожу, у меня переживания, как будто, не знаю, вообще не верится. Я встречаю свою собаку, которая я не видела ее года, больше, наверное. Готово? А еще нет, честно говоря, не готова. Я такое ощущение, что это не произойдет. Бали, Джакарта, Малайзия, Вьетнам. И было очень сложно все документы сделать. Ой. Сейчас они заехали на парковку. Водитель должен доставить ее сюда. Что с руками? Мокрые. Как будто экзамен у меня какой-то. Мама увидит своего ребенка. Кто-то там все-таки есть. Sorry này. Oh, thank you so much. Sorry. Дайте вам на парковку денег за доставку, там привез.
Да, что, как ощущение? Классно? Да. Пойдем расскажем снова ощущения. Давай. Большой пацан такой. Иди, мама, девочку. Ну что там, рада? Ну, конечно, рада. Вернулся мой домой, зайчик. Был долгий, тернистый путь. Но мы смогли это сделать. Так. Мы в ответе за тех, кого приручаем. Поэтому не оставляйте своих животных. Они часть вашей семьи. И где бы вы ни были, они должны быть с вами. Ой, аж прям расплакалась. Я вообще верится, это как будто не моя собака. Молодец, поздравляю. Спасибо. Друзья, хочу немного лично с вами поговорить. В какой-то момент я понял, что мне очень хочется не просто снимать видео, а встретиться с вами вживую. С теми, кто меня давно знает, и с теми, кто, может быть, только недавно познакомился с каналом. Вообще не важно, познакомимся. Поэтому я организовываю классный ретрит на Бали. Не просто поездка. Это будет время для себя, для перезагрузки, для общения, для живых разговоров и сильной атмосферы. У нас будет насыщенная программа, много интересных активностей, теплое окружение и ощущение, что мы собрались все своими. Я лично буду там, будем общаться, проводить время вместе, без спешки и без суеты. Если тебе отвлекается эта идея, ссылка на ретрит будет в описании. Присоединяйся, будет очень круто. Ну а самое главное, мы все вместе соберемся на Бали. Думаю, это будет незабываемо. Увидимся на Бали. Мы в Vung Tau, южный город Вьетнама, прямо побережье, в такой вьетнамском Рио-де-Жанейро. Очень красивый вид здесь, и здесь мой дрон наконец-таки привезли, починили с Китая, и сейчас мы его запускаем. Всем привет, вы на канале Akbar's Life, и новый выпуск с Vung Tau, Вьетнам. Погнали! Отлично. Vung Tau, кстати, имеет вот такую красивую прибрежную зону. Мы сейчас спустились как раз на набережную. Здесь вывешены прям огромным, не знаю, если вам видно, вот такие вот черные флаги, что нельзя здесь купаться. И теперь посмотрите, что делают люди. Сколько там людей. Просто куча. Куча людей все равно купаются, им все равно. Вот такой красивый вид. Мы только что были вон там, где наверху горы виднеется статуя. И спустились сюда. Очень, кстати, классный, успокаивающий здесь такой настрой вечерний. Милена и уже с песиком. Такая прибрежная зона, набережная. Там дальше тоже куча всяких. Ну, в принципе, здесь карниз прям видно от высоких волн. И на той стороне, вот здесь вот, допустим, вот эти люди, вот смотрите, вот что они делают. Зачем они там? Почему они купаются? Ну, там же флаг стоит прям. Ну, нельзя купаться, ребята. Ладно бы серфингист, я бы еще более-менее понял. Вдоль прибрежной зоны тоже очень много людей. Прям сюда только что прям попадает вода. И это очень классно, очень круто. Здесь, кстати, очень много видно, ну, также и белых людей, туристов. И вот один белый пушистый идут здесь. Вообще, это место, оно
излюбленное место украинских туристов. То есть в Вьетнам не только русские летят, но еще и украинцы. И вот это как раз-таки то место, куда слетаются в основном украинцы. Очень у многих я здесь спрашивал, и все говорят, что вот здесь, сюда, вот с Украины, прилетают очень много людей. А Нhi Chang, такое место есть тоже, местный Майами, так сказать, вьетнамский, то туда прилетают в основном русские все. Что-то кому-то уже там свистят. Ну и шикарное место, кстати. Дети снимают тикток какой-то. Видимо, местные. Очень красиво. Шикарный закат. Прямо в прибрежной зоне высотные дома. И вон в той части, это, скорее всего, центральная часть. И вон в той части есть даже отель Pullman. Так, и вот такой вот красивый райончик. Красивый городок, точнее. Вунгтау называется. Напишите в комментариях, как вам этот район. Хотели бы вы побывать здесь? И вообще слышали ли вы о таком месте? Давайте у Милены тоже спросим, как ей это все. Как тебе, Милена, скажешь пару слов? Прикольный такой мини-городочек с пляжем. Столько людей. Еще и люди купаются в это время, сейчас вечером. Хотя прохладненько, на самом деле, скажу. А так, вообще, виды здесь нереальные. Чем-то напомнило мне Бали. Красиво. Недалеко от Хошимина, 2 часа езды. И такая красота, ты оказываешься на пляже. Если сильно скучаешь по пляжу, 2 часа езды. Как-то я вижу, что люди вообще не знают, что такое нельзя купаться. Они прямо в воду зашли туда, где этот флаг черный. И флаг при том, что не красный, а именно черный. Вообще просто люто запрещено, нельзя купаться. Но здесь волны реально сильные. Я бы побоялась вообще залезть. Недавно только про Муйне услышала от ребят, но про Вунгтау от тебя услышала. Единственное, что я знаю во Вьетнаме, это Хошимин, Ханой, Дананг и Нhi Chang. И Фукуок теперь, да. Ролик про Фукуок будет здесь. Вот здесь собака. Первый раз в жизни пляж увидела. Мы его не таскали на пляжу на Бали. Да, он балиец. Просто он не сидячий у нас на байке. На машине он любит прям очень. На байке он не любил ездить. Поэтому приходилось сами без него. Тедди, аккуратно. Не мешай, там люди снимают контент. Он хочет посмотреть. Тедди? Я хочу с ним спуститься немножко на лестницу, чтобы он посмотрел сблизи немножко океан. Посмотреть на его реакцию. Все, убежал. Все, убежал. Да, так и тебя спокойно тут унести может. Итак, с утра решил выйти прогуляться по этому городку Вунгтау. Вунгтау — это, кстати, не какой-то отдельный конгломерат или район во Вьетнаме или в Хошимине, в каком-то городе. Это город. И не маленький город, город у прибрежной зоны. Находится в 2 часах езды от крупнейшего мегаполиса Вьетнама, Хошимин. Получается, сзади меня уже виднеется отель Pullman, а прям подо мной собака, с которой я вышел прогуляться здесь по райончику с утра, посмотреть на местную жизнь. И прямо сзади меня проезжает чисто вьетнамский такой колорит велосипедистка с вьетнамской шляпой. Не знаю точно, велосипедистка она или нет. Итак, пользуясь случаем, еще хотел бы рассказать вам. Недавно у меня залетел ролик из Бали о пропавшем человеке, которого унесло волной. Миллионы просмотров в соцсетях и миллионы вопросов о том, кто он, что он, откуда, как и почему. Все детали можете посмотреть в ролике. И если хотите продолжение, то я могу связаться с бывшей девушкой, но она уже больше не хочет никаких давать комментариев и больше, скорее всего, навряд ли захочет вообще сниматься. Вот, она сама из России, но живет в Южной Корее. И все то, что произошло с ней на Бали, очень печально. И пусть это будет уроком для всех. Это было видео специально познавательным, чтобы вы знали, что такое подводное течение, что нельзя купаться
в океане. Просто напишите в комментариях, если вы хотите продолжение. Сниму отдельный ролик про это. Кстати, а если вы хотите поиграть в казино, то здесь это тоже можно сделать. В Вунгтау находится казино. Да и вообще, если честно, если вы хотите на более такую пляжную зону, прибрежную, то Вунгтау идеальное место. Ну, пока что кажется, как минимум, по крайней мере, идеальным. Друзья, хочу немного рассказать про проект, в котором я сейчас реально живу и который активно развиваю. Это AKL Coin. Сразу скажу, это не история про быстрые иксы, это история про план, команду и долгую дистанцию. AKL Coin уже работает на базе Solana, быстрой масштабируемой блокчейн-сети, которая сегодня дает большие возможности для роста проекта. У нас есть четкая дорожная карта, понимание, куда мы идем и что мы хотим реализовать дальше. Сейчас мы активно ищем людей в команду. Нам нужны разработчики для создания и развития сайта, специалисты, которые разбираются в криптоиндустрии, люди с опытом запуска и развития криптопроектов. И в целом все, кому откликается и идея поучаствовать в развитии AKL Coin. Если у вас есть нужная экспертиза или вы можете кого-то порекомендовать, не стесняйтесь, по любым вопросам сотрудничества пишите в техподдержку нашего телеграм-канала AKL Coin. В телеграм-канале я регулярно делюсь новостями проекта, планами и всем, что происходит с AKL Coin. Ссылка на канал будет в описании. Спасибо всем, кто уже поддерживает проект. И спасибо тем, кто только собирается к нам присоединиться. Кстати, в Вунгтау есть отдельный российский город. Вот он. Мы сейчас находимся именно здесь, но не знаю, если туда можно заходить, но, скорее всего, по спецпропускам каким-то. Здесь живут российские нефтяники. И говорят, что, в принципе, они просто здесь проживают, им как-то особо не до Вьетнама в целом, то есть не до культуры и так далее. Но здесь вот прям написано все на русском, сверху вот российский флаг вывешен, и прям написано: внимание, вход на территорию микрорайона номер 1 строго по пропускам всем лицам иметь при себе постоянный, временный или разовый пропуск. Внимание, ежедневно с 11 до 6 утра центральная проходная будет закрыта. Ну прям все по-русски написано, классно. То есть где-то в Вьетнаме можно встретить, запрещается размещать мототранспорт здесь. Да, и вот мототранспорта здесь нет. Парковка запрещена, работает эвакуатор. То есть прям круто. То есть здесь где-то в Вьетнаме, в каком-то Вунгтау, есть вот такой вот микрорайон номер 1, чисто вот российский город, российский городок. Очень интересно, что буквально примерно в 800 метрах отсюда находится украинский ресторан. Ну, поехали дальше, посмотрим на этот ресторанчик, заведение. Работает ли оно еще, я не знаю, но сейчас увидим. Итак, вот в таком вот переулке действительно находится, ну, достаточно красивый переулок, и действительно находится украинский ресторан, Козак называется. И он вполне рабочий, работает, и, знаете, там даже пахнет немного деревней. Такой деревней, которую мы привыкли обычно видеть. У меня сегодня новый месяц и новый этап воздержания от еды. Так что я не буду пробовать здесь ничего. В этот раз я воздерживаюсь от еды 4 дня. И это уже 3-й день. И меня потихонечку, ну, первые 2 дня вообще прошли шикарно. А вот меня вот на 3-й день уже начинает немножечко так моросить, пощупывать. И теперь уже ощущается, так сказать, что я уже нахожусь без еды некоторое время. Такое странное чувство на самом деле. Но те, кто проходит это, тоже испытывал на себе или испытывала, то, надеюсь, меня понимает. А те, кто нет, то нет. Вам этого не понять. Ну ладно, давайте я вам покажу. Все-таки для тех, может быть, кому интересно заведение и вообще дизайн этого места. Первое, что мы видим, это, конечно же, привязанного пса. Уже по традиции будет постоянно. Теперь в роликах он. А это я не знаю, что это такое. Это, наверное, скорее всего, какая-то горелка или еще что-то. Самогон, наливка. И все вот в таком украинском стиле. А-ля Западная Украина.
Львов. Есть даже дартс поиграть. Ну, стандартная традиционная печка. Сегодня это редкость встретить украинское заведение где-то, потому что я мало где встречаю, но за границей. В основном русские заведения или узбекские заведения. Их очень много. Центральноазиатские, вот, русские заведения. А вот украинские или молдавские заведения – это редкость. Но на Пхукете мы, кстати, встретили и даже молдавскую кухню. Там русские заведения очень много. Учитывая то, что я заказала блины с курицей, грибами и нашинскую картошку с сыром, со сливочным маслом, скажу, что вкусно. Если это вьетнамцы готовят, то достаточно неплохо, потому что оно реально вкусно. Сейчас. Очень вкусно. Еще макаешь немножко в кетчупе и вообще. Приехал где-то в Благовещенск или куда-то в какую-то деревню бабушки. Стены им явно нужно покрасить, потому что здесь пахнет плесенью. Братаны, не обижайтесь, но у вас кухня одинаковая. Что у русских, что у украинцев, что у белорусов. Только у белорусов добавлены драники в меню, потому что они любители картошечки. Как бы, что связано с картошечкой. А так кухня у нас-то у всех одинаковая. Что сало, борщ, оливье, это все как бы здесь... есть украинское сало, вот это вот вкусное, да. Но кухня одинаковая у вас. Так что и в русском ресторане, и в украинском меню одинаковое. Что теперь дальше будешь делать? В жизни доем. После этого пойду в русский магазин, куплю себе килограмм красной икры и пойду и буду есть. Друзья, давайте честно. Я в крипте не первый год и перепробовал достаточно много разных бирж. И если говорить про ту, которой я реально сам пользуюсь на постоянке, то это Bybit. Это удобная криптобиржа, где можно спокойно торговать, обменивать криптовалюту, делать P2P сделки и в целом решать все основные криптозадачи в одном месте. Мне нравится, что у Bybit понятный интерфейс, все работает стабильно, не нужно разбираться часами, чтобы сделать обычную операцию. Особенно часто я использую P2P, быстро, удобно и без лишней головной боли. Поэтому если вы давно думали, где начать разбираться в крипте или где продолжить работать, Bybit могу смело рекомендовать. Я сам там торгую, пользуюсь платформой регулярно. В описании под этим видео будет моя реферальная ссылка. Переходите, регистрируйтесь, смотрите, изучайте и принимайте решения уже сами. Bybit – удобный инструмент, которым я реально пользуюсь. Так, вот здесь вот буквально в 50 метрах отсюда, от этого украинского ресторана, находится какое-то вьетнамо-российское турагентство. Это прям очень напомнило мне какой-то вайб из начала 2000-х. Прям местами напоминает, конечно, Вьетнам со своими вот этими арками, улочками, переулками, зданиями советскими. Что-то такое прошлого немного. Вот. Но почему-то это вьетнамо-российское турагентство закрыто, не работает. Но хотя, в принципе, сегодня воскресенье, поэтому логично почему. Вот. Ну и вот такие вот прекрасные улочки, дороги здесь есть. И очень хорошо, удобно прям передвигаться на машине, даже на байке. В принципе, очень комфортно даже, я бы сказал. Русский супермаркет, к сожалению, конечно, к большому, глубочайшему сожалению, он закрыт. Опять же, может быть, это все потому, что сегодня воскресенье, а может быть, уже просто не работает. Но все это находится также очень рядом, все очень близко от этого русского городка, от этого украинского ресторана, в 2 минутах отсюда, ну и русский супермаркет. И пока что мы находимся на юге Вьетнама. Кстати, касательно этого города Вунгтау, мне его посоветовал. Вообще о нем я узнал, когда ездил на Change Visa. Визаран, то есть называется, в Камбоджу. В прошлых выпусках, если вы видели, то я показывал про этот Визаран. И я там встретил одного украинца, кстати. И вот он мне рассказал про этот город. И теперь я здесь. Если вдруг каким-то случайным образом, ну, я не знаю, мы никак контактами не обменялись, но если вдруг каким-то случайным образом он увидел это видео, увидел меня, то привет ему. Криптовалюта – это больше не где-то там. Это оплата кофе, это магазин, это Apple Pay прямо сейчас. Сегодня крипта выходит за пределы биржи и становится частью обычной жизни. Криптокарта, которую можно пополнять криптовалютой и использовать для оплаты через Apple Pay. Быстро, удобно и привычно. Самое интересное, все управление картой происходит прямо через Telegram-приложение.
без лишних сервисов, без сложных настроек. Все в одном месте. Это реальный мост между цифровыми активами и повседневными расходами. Крипта перестает быть абстракцией и начинает работать в реальной жизни. На текущем этапе карта недоступна для граждан России, Белоруссии и Украины. Сейчас идут переговоры и процесс доработки. Это временные ограничения. Для остальных регионов сервис уже доступен и готов к использованию. Подключение, пополнение, оплата – все максимально просто. Ссылка на подключение карты находится в описании. Можно перейти, посмотреть детали и установить карту самостоятельно. Крипта, Apple Pay, Telegram. Так выглядит финансовое будущее, которое уже наступило. Мы приехали, вот такое вот тоже французское наследие здесь, колониальное. Очень красивое место, и видно, что здесь прям и пушки стоят, и древние, и очень красивый вид отсюда на океан. И вот такое вот красивое строение. А вот там дальше, получается, на той горе уже находится канатная дорога, смотрите. Такая же, как и на Фукуоке. Мы уже катались на Фукуоке, канатной дороге. На Фукуоке, кстати, самая длинная канатная дорога на планете. Посмотрите обязательно. Классный ролик получился про Фукуок. Там мы как раз показали все эти моменты с канатной дорогой. Так, вот такой вот отсюда вид. Здесь многие приходят сюда просто, наверное, пофотографироваться. Уже местные приезжие из Хошимина и так далее. И отсюда также виднеется вон там вдали какой-то огромный корабль. Здесь их много очень проплывает. Много, кстати, нефтяных. Я видел по дороге всяких компаний. Ну, совместно с российскими, там еще с советских времен, возможно. Прям на русском написано. Компания «Нефть». А Милена нам предлагает пойти в какие-то пещеры здесь. То есть здесь есть прям пушки выставленные и вот такие вот пещеры. Если здесь темно, да, получается, так ничего не видно. Ладно, пойдем зайдем в здание, может, посмотрим. Ага. Это здание было отреконструировано. Здесь вот так вот выглядит все. Паул Домер. 1657 по 1932 года. Скорее всего, это был какой-то посол, который здесь жил. Посмотрите, как он жил здесь. Очень даже неплохо. Оп, Милену выгоняют уже отсюда, да. Собакой, к сожалению, нельзя в такие места. И просто прям вид у него, конечно, шикарный был. А вот как это здание выглядит. То есть где-то на огромном холме. Вот такой у него домина был. Вилла Беланше. Все прям такое роскошное. И по традиции, кстати, вот здесь у него такой вид, прям сад, выходишь, и стоит пушка, получается, прямо сбоку. То есть слева стоит пушка одна, и справа стоит пушка. И сразу же вот так вот выходишь, и перед тобой просто фантастический вид. Океан просто. Сейчас здесь еще строят какой-то порт. Прямо вот здесь, да, и, то есть вдалеке еще какой-то городок, прямо у холма. Здесь сотни кораблей каких-то там. Сейчас здесь установлен флаг Советского Союза и флаг Вьетнама. И вот этот дом. Оригинально просто. Фантастически красиво, на самом деле. Все это прям так воодушевляет как-то. Впечатляет, конечно. Учитывая тот факт, что здесь проживал какой-то аристократ лет 100-150 назад, это прям впечатляет. Какой-то французский монарх, олигарх приехал сюда, в Вьетнам, и жил он 100 лет назад вот так вот. Это действительно, это просто не может не впечатлять. Путешествия, новые города, новые эмоции. Все это давно стало частью онлайн-жизни. И сегодня даже развлечения выходят на новый уровень. CoinPlay – это букмекерская платформа, где можно работать напрямую с криптовалютой. Ввод криптовалюты, вывод криптовалюты. Быстро и без лишних шагов. На CoinPlay доступны ставки на спорт, гиперспорт и даже казино. Формат для тех, кому это интересно. Все в одном месте, в удобном и современном формате. При этом важно понимать, любые ставки – это всегда риск. Подходить к этому стоит осознанно, аккуратно и без эмоций. CoinPlay – это развлечение и возможность попробовать зарабатывать онлайн, но только при ответственном подходе. Платформа подойдет тем, кто уже использует криптовалюту и хочет, чтобы она работала не только на биржах. Ссылку на CoinPlay я оставлю в описании под этим видео. Можно перейти, посмотреть возможности платформы и принять решение самостоятельно. CoinPlay
криптовалюта, онлайн-развлечения с холодной головой и ответственным подходом. Так, вот в эту комнату почему-то нельзя. Там стоят какие-то красные ленточки. А вот тут, посмотрите, какого дизайна здесь столы и стулья. То есть их даже трогать нельзя, по идее. Видно, что это очень все дорого-богато. Все на таком языке того времени, той эпохи Ренессанса. В общем, очень-очень это все выглядит теперь более-менее понятно. Хотя, в принципе, почему-то здесь какие-то иероглифы китайские стоят. Возможно, при реконструкции это... Возможно, это все тоже подверглось реконструкции какой-то. Но вот картина, как это все выглядело. А вот дальше уже рабочая комната. Давайте зайдем посмотрим, как выглядела рабочая комната здесь. Ага, то есть тут можно еще и вниз спуститься. Здесь вот такой вот телефон даже. Хотя я не знаю, разве телефон был 100-150 лет назад? Даже вот такой вот, я не знаю, как это правильно называется, но он даже мог послушать музыку. Насколько французы любили аристократию и жили они прям очень круто, любили вот это вот все, роскошь, богатство. А вот так вот, если бы я был каким-то французским монахом, вот так бы я вот выходил в окошко и смотрел бы, наслаждался этим красивым видом. Эй! И кричал бы вот так вот всем. Где мои корабли и пушки? Ладно, идем дальше. И еще я хотел вам показать, что здесь есть наверху. Здесь есть лестница наверх. Там, скорее всего, уже более такие комнаты для отдыха. И есть лестница вниз. Низ я уже видел, в принципе. Вот вверх более интересен. Здесь написано, вот первая комната, она мастер bedroom. То есть мастер bedroom это вообще спальня с ванной комнатой. Так, ну здесь вот прям старинные диваны и кресла, они как будто бы кажется, что это все такое советское. Но на самом деле это вот французский дизайн. Это еще старее, чем советское наследие. Даже шкафы выглядят как будто советские. Вот здесь эта комнатка спальная. Если честно, даже сегодня не все так живут. А здесь опять же шикарный, прекрасный вид со второго этажа вообще. Просто красота на океан и все такое. И у него даже вот такое вот кресло было. Представляете? Кто вот он такой, а? Мне интересно, здесь после уже какой-то, скорее всего, император жил. Какой-нибудь, скорее всего, вьетнамский. Потому что здесь уже висят картины какого-то азиатского правителя. И даже здесь, смотрите, вот классный вид. Ходишь, ну, в принципе, да, тут на канатку. Ладно, канатки раньше не было, но как минимум. С этой комнаты прям самый лучший, наверное, вид, потому что и туда вид, и сюда вид, и вот вид прям на эти канатки еще. Задняя часть двора или парадная. Вообще шикарно, просто огромные потолки. Огромные потолки. Living room. Вот это уже зал. Это bedroom. И да, здесь также спальная комната, которая соединена с другой спальной комнатой. Так, не будем мешать людям. Ага, вау, здесь смотрите, вот допустим, сегодня вы имеете доступ к макияжу или еще что-то, краситься там. Вот у вас нормальные столы и стулья, а здесь вот такого образца было. Нужно было чуть ли не на полу сидеть, и плюс лампа была такая старая. И вот ванная комната. Вау, вот это круто. Вот это круто. Правда, двери тяжело открываются, но посмотрите на это, черт возьми. Круто, просто ванная шикарная. Как и сегодня ванная, да, смотрите. Также сегодня украшается плитка, ну, по сути, да, то есть в обычных таких стандартных квартирах. Ванна с такими же переключателями, всякими, холодная, горячая вода. Все точно так же было и 100-150 лет назад, по сути, ничего не изменилось. Большая ванная комната с большим окном. Прекрасно просто. Шикарная ванна, я вам скажу. Вот переключатель старый, кстати.
Вот так вот они раньше выглядели. Итак, а сейчас я еду чинить свой зуб, точнее консультироваться пока с врачом. Если вы помните, в прошлых влогах я рассказывал, что удалил полностью один зуб. Теперь же я еду ставить имплант. Это единственный мой вот такой вот зуб. Ну, надеюсь, и что больше таких ситуаций у меня не будет возникать. Но должен отметить, хочу просто вам сказать пару слов касательно Вьетнама. Какие здесь стоматологические клиники и что они делают. То есть страна действительно привлекает большое количество туристов в качестве здоровья. То есть оздоровительный такой туризм во Вьетнам очень развит. Поэтому сюда очень много людей прилетает просто элементарно по каким-либо стоматологическим услугам. Как видите, я в том числе решил воспользоваться этой ситуацией. Тут прям вас... Во-первых, это цена. Во-вторых, качество. Ну и в-третьих, сервис. Касательно цен. Вьетнам является одним из самых дешевых, доступных ценообразований вообще в мире. Все то, что касается здоровья, здесь профессиональные врачи со всего мира работают. Касательно сервиса, также сервис на высоте. Здесь вас могут прям встретить с аэропорта и привезти в клинику, либо же в том месте с вашего отеля организовать трансфер до стоматологической клиники и обратно. То есть полностью вот все в таком роде. В Турции, конечно же, плюс еще и размещение вам сделают, и плюс сервис тоже высокого уровня. Ну, Турция, Вьетнам, это вот как раз таки те страны, куда вот, если у вас проблемы с зубами, то люди в основном летают. Что еще добавить? Ну, немножечко волнителен тот момент, что много на самом деле есть сомнений, много всяких переживаний, мыслей и так далее. Но это нужно делать, в любом случае это нельзя откладывать, потому что зуб, он влияет на всю трансформацию нашего тела. И это немаловажный элемент нашего тела. Поэтому лечение зубов – это очень большая необходимость. Так что следите за здоровьем и берегите себя. Итак, ровно 4 сутки без еды. И сейчас 4 сутки без еды в этом месяце у меня было и поставлен абсолютно рекорд. Момент истины. 4 дня я не ел. Ничего. Это просто божественно. Еда. Фантастика. Ладно, приятного аппетита мне. И касательно зуба хотел бы добавить, что теперь у меня один есть инородный предмет, одно железо в моем теле. Вот. И для всех тех, кто сомневается в том, чтобы делать или не делать зубы, для всех тех, кто боится, может быть, ставить импланты, таких очень много людей, оказывается, они живут с этим всю жизнь. Я бы хотел сказать, что не бойтесь. Это единственный на сегодняшний день вариант, самый нормальный. Да, там что-то делают еще, что-то создают, что-то придумывают. Но пока на данный момент это единственный вариант, и это самый хороший вариант, и это не больно. Это нормально. Самое главное, что вы это в себе приняли, потому что это понятно, что это инородный предмет. И вы с этим живете. Вы должны принять это просто на уровне себя, на уровне организма, на уровне ума вашего полностью, всецело, потому что так он быстрее заживется, и так он будет с вами внутри взаимодействовать и так далее. Ну и вы сами будете более расслаблены и не будете напрягаться по этому поводу. И еще момент, если, может быть, кому интересно, что я поставил себе корейский Austin, компания Austin, корейская, очень хорошо вживляется именно этот бренд. Но есть еще лучше, есть швейцарские, пожизненные прям. Вот, но у меня там с гарантией на 10-20 лет, поэтому, приживляемость 10-20 лет вообще. Как-то так, берегите себя и всего доброго. Друзья, прежде чем заканчивать этот влог, хочу сказать пару слов про сотрудничество. Если вам интересны интеграции, партнерство или любые форматы совместной работы со мной, все контакты для связи есть на моем YouTube-канале. Там указана моя почта, а также в описании под видео есть ссылка на менеджера канала. Его зовут Дмитрий. Можете смело писать ему по любому вопросу сотрудничества. Ну а вам, как всегда, огромное спасибо за внимание, за просмотры, за поддержку и за то, что были со мной в этом путешествии. Лунгтао получился очень разным, местами спокойным, местами неожиданным, но точно запоминающимся. Надеюсь, этот влог был для вас интересным и полезным. Если так, поддержите видео лайком, напишите комментарий. Мне правда важно ваше мнение. А дальше будет новый город и совсем другая атмосфера.
как думаете, куда я отправлюсь в следующем влоге и про что он будет? Напишите свои варианты в комментариях. Увидимся совсем скоро в новых роликах и новых историях. Спасибо, что вы здесь. До встречи. Вы были на канале Akbar's Life.